После смерти отца Алексей долго не решался переехать в его старый дом. Здесь прошло его детство, здесь он когда-то проводил все летние каникулы, но после похорон каждое знакомое место будто стало чужим. Особенно тяжело было заходить во двор, где все оставалось почти так же, как при отце. Старый деревянный сарай, дровник, ржавая бочка возле забора и небольшая мастерская, в которой отец мог часами что-то ремонтировать. Единственным живым напоминанием о нем оставался пес по кличке Гром. Отец подобрал его еще щенком и за 9 лет успел сделать настоящим членом семьи. После похорон Алексей забрал собаку к себе, хотя сначала думал, что оставит ее у соседей. Но Гром сам выбрал хозяина. Он ходил за Алексеем по всему дому, спал возле его кровати и каждый вечер укладывался у двери спальни. После переезда первые несколько недель все было спокойно. Но однажды ночью Алексей проснулся от того, что Гром стоял возле кровати и тихо поскуливал. Мужчина сонно посмотрел на часы. Было 3 часа 17 минут. «Что случилось?» — пробормотал он, но пес не ответил, конечно, а только посмотрел в сторону двери. Алексей встал, открыл ее, но Гром не пошел наружу. Он направился по коридору к кухне, остановился возле окна и несколько секунд смотрел во двор. Потом лег обратно на свое место. Алексей решил, что собаке просто приснилось что-то, или он услышал шум с улицы. Утром мужчина уже почти забыл об этом. Однако следующей ночью все повторилось. Снова 3:17. Гром поднялся, подошел к кровати и разбудил его. Алексей включил свет, посмотрел на собаку и раздраженно сказал: «Ну, что тебе опять нужно?» Пес стоял неподвижно и смотрел на дверь, ведущую во двор. Мужчина вышел вместе с ним, включил наружный свет и осмотрел участок. Ничего необычного не было. Сарай стоял на прежнем месте, ворота были закрыты. Алексей обошел дом, вернулся в спальню, лег и решил больше об этом не думать. Но через несколько дней начал замечать закономерность. Гром будил его каждую ночь примерно в одно и то же время, в 3 часа 17 минут. Алексей уже начал злиться. Он пробовал закрывать дверь спальни, переставлял лежанку, выводил собаку во двор перед сном, но ничего не помогало. В 3 часа 17 минут Гром вставал и будил хозяина. Причем после этого он не просился на улицу, не хотел есть и не выглядел беспокойным. Он просто смотрел в сторону окна, за которым находился старый сарай. Однажды Алексей решил не вставать. Он услышал, как Гром подошел к кровати, почувствовал прикосновение холодного носа к руке, но сделал вид, что спит. Пес тихо отошел. Через несколько секунд Алексей услышал, как когти застучали по деревянному полу. Потом наступила тишина. Утром мужчина обнаружил Грома возле двери сарая. Собака лежала прямо на земле и ждала его. «Ты что, всю ночь здесь просидел?» — спросил Алексей. Гром поднял голову, посмотрел на него и встал. Мужчина открыл дверь сарая, но внутри все было как обычно. Старый верстак, полки с инструментами, коробки, несколько канистр и электрический щиток на дальней стене. Алексей проверил, выключен ли свет, и закрыл дверь. В тот же день он встретил соседа, Николая Петровича, который жил через 2 дома и хорошо знал его отца. Разговор зашел о Громе. Алексей пожаловался, что собака каждую ночь его будит. Сосед неожиданно улыбнулся. «А ты не знаешь, что твой отец в это время всегда вставал?» Алексей сначала решил, что тот шутит. Но Николай Петрович объяснил, что много лет подряд его сосед просыпался ночью и обязательно выходил в сарай. «Я сначала думал, у него бессонница бы», — сказал он. Потом однажды спросил. «Твой отец ответил, что привык проверять электричество. Говорил, что старую проводку нельзя оставлять без внимания, особенно ночью». Алексей удивился.
Он никогда об этом не слышал. Отец действительно постоянно что-то ремонтировал, но никогда не рассказывал сыну о ночных проверках. «И всегда в 3:17?» — переспросил Алексей. «Примерно в это время. Иногда раньше, иногда позже. Но я несколько раз видел, как он выходил из дома именно ночью». Эта история не выходила у Алексея из головы. В ту же ночь он решил не ложиться сразу. Он поставил рядом с кроватью телефон и стал ждать. В 3 часа 16 минут Гром поднял голову. Через секунду он встал и подошел к хозяину. Алексей посмотрел на экран телефона. 3:17. В этот раз мужчина не стал раздражаться. Он оделся, взял фонарь и вместе с собакой вышел во двор. Гром сразу направился к сараю. Алексей открыл дверь, включил свет и прошел внутрь. Несколько секунд он просто стоял, прислушиваясь. Ничего необычного. Он уже собирался выйти, когда заметил странный запах. Сначала мужчина подумал, что пахнет старым пластиком. Потом запах стал сильнее. Алексей подошел к электрическому щитку и увидел, что один из проводов возле соединения заметно нагрелся. Пластиковая изоляция начала деформироваться и местами потемнела. Мужчина замер. Он сразу понял, насколько опасной могла стать эта ситуация. Алексей выключил общий автомат и вызвал электрика. Специалист приехал утром и после осмотра долго качал головой. Оказалось, что проводка в сарае действительно была старой, а одно из соединений начало перегреваться из-за поврежденного контакта. Если бы автомат не отключили вовремя, изоляция могла расплавиться, а затем возникнуть короткое замыкание. В сарае хранились сухие доски, картонные коробки, бензиновый триммер и несколько канистр с горючим. Пожар мог начаться ночью, когда никто бы его не заметил сразу. «Еще немного, и было бы очень плохо», — сказал электрик. Алексей стоял возле щитка и смотрел на почерневший провод. Потом перевел взгляд на Грома. И вдруг понял, почему собака все это время будила его именно ночью. Она не могла знать, что с проводкой что-то не так. Но она знала другое. Когда-то отец регулярно вставал в 3 часа 17 минут и шел проверять сарай. Гром привык к этому распорядку за годы жизни рядом с ним. Для собаки это время стало частью обычной ночи. Хозяин просыпается, надевает одежду, идет к сараю, проверяет щиток и возвращается. После смерти отца привычка осталась, только теперь Гром пытался разбудить уже Алексея. Возможно, он просто ждал, что человек в доме снова сделает то, что раньше делал его хозяин. Алексей вспомнил все ночи, когда сердился на собаку, ворчал и накрывался одеялом, не желая вставать. Он вспомнил, как несколько раз называл Грома старым беспокойным псом, а теперь стоял возле сарая и понимал, что если бы не его странная привычка, утром могло быть уже поздно. Через несколько дней Алексей полностью заменил старую проводку в сарае. Электрик проверил щиток, все соединения и автоматы. Мужчина выбросил старые коробки и убрал из помещения все горючее. После этого он снова поговорил с Николаем Петровичем. Сосед рассказал ему еще одну вещь. Оказывается, отец Алексея не просто так проверял электричество. Когда-то, несколько лет назад, в соседнем доме произошел пожар из-за старой проводки. После этого он стал особенно внимательно относиться к электрике и говорил, что лучше 10 раз проверить, чем однажды проснуться слишком поздно. Алексей долго молчал, слушая соседа. Потом посмотрел на Грома, который лежал у его ног. «Похоже, он все-таки запомнил», — сказал Николай Петрович. В ту ночь Алексей впервые за долгое время лег спать без тревоги. Он уже знал, что проводка в доме и сарае исправна, и думал, что теперь Гром наконец перестанет будить его. Но ровно в 3 часа 17 минут мужчина почувствовал знакомое прикосновение холодного носа к руке.
Он открыл глаза и увидел собаку возле кровати. Несколько секунд Алексей просто смотрел на нее, а потом улыбнулся. «Хорошо, Гром. Пойдем проверим». Пес повернулся и спокойно вышел из комнаты. Они вместе прошли во двор. Алексей включил свет в сарае, проверил щиток и убедился, что все в порядке. Затем он выключил лампу, закрыл дверь и вернулся домой. Перед тем, как лечь, мужчина погладил Грома по седой морде. «Знаешь, отец, наверное, был бы тобой доволен». Пес тихо вздохнул и положил голову ему на колено. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.